Добрый день, уважаемые инвесторы, зрители. Мы с вами давно не встречались в формате вебинара. Просто сейчас технической возможности нет. Но думаю, что в ближайшее время техническая возможность будет восстановлена. Сегодня я обращаюсь к вам в связи с ситуацией, скажем так, очень значительной. Значительной до такой степени, что, я не знаю как. Владимир Владимирович Путин говорил: здравствуйте, буду краток, конец. Пипец. В чем же выражается сегодняшняя ситуация? Ее трагизм заключается в том, что на сегодня у нас с генподрядчиком в работе находится 89 локально-сметных расчетов. В прошлый раз, помните, мы с вами говорили, обсуждали о необходимой сумме для того, чтобы оплатить эти работы, выполнить. И назвали, сколько надо было собрать средств. И вот на сегодняшний день многие уже из вас подсчитали, что эти средства уже собраны. Значит, смотрите, сейчас мы начали заниматься анализом финансовым. Сколько работ сделано, сколько выполнено. Когда подбили баланс, остаток выполнения смет составил 97%. Всех смет. Посмотри, там значительная часть 100% выполнения, но по оставшимся 97%. Недофинансировано, заказчик недофинансирован на сумму 139 миллионов 500 тысяч рублей. Подрядчик, извините, заказчик это мы с вами. Трагизм этой ситуации заключается в следующем, что средств на оплату этих 139 миллионов 500 тысяч их есть на счетах Соволмаш. Сметы, считайте, закрыты. 100%. Поэтому та расчетная цифра, которая была представлена, по этим сметным расчетам выполнена на все 100%. Чем вас и поздравляю. Трагизм заключается в том, что сметы закрыты. Но в последнее время последние месяцы поступления были достаточно значительные. Это позволило нам сделать рывок. Если раньше тут находились работники субподрядных организаций, подрядных, то на сегодняшний день, если посмотреть с другой стороны здания, можно понять, что работников на площадке находится чуть-чуть в разы больше, чем было раньше. Больше 200 человек. Одномоментно находится и работает. Это незамедлительно сказалось на результатах, на эффективности. Но что хочу отметить, что эти работы ведутся по прямым договорам с Соволмаш, минуя заказчика, подрядчика, извините, все время переставляю. Это позволяет экономить определенные средства. Сейчас ускоряет процессы все. Ну и, соответственно, удешевляет, потому что это стало возможно. Почему? Потому что в команде стали мы добавлять людей, сотрудников, которые уже должны были быть на этих этапах. И они сейчас уже в штате. Работают и выполняют эти задачи, поэтому мы значительную часть работ уже ведем
под собственным контролем, имеется в виду руководством. И самое главное, что параллельно ведется и приемка работ. Значит, на площадке сейчас привлекаются профильные специалисты для предварительной приемки выполненных работ, выполненных, ну, в принципе, они дают заключение, это еще не приемка даже, а заключение о работах, что сделано так, не так, пожарники, вентиляция, сигнализация и много-много другого. Так вот, эти сотрудники работают за пределами этой сметы, вот, но с ними практически мы расплатились на сегодняшний день, на то, что будет на конец ближайшей недели, ну, там будут определенные суммы, должны будем им. Вот, и уже с завтрашнего дня начинается приемка исполнительной документации по работам, выполненным по прямым договорам и по генподрядным договорам. Так что хочу отметить, что на этом потребность в инвестициях Совмаш не исчерпана, потому что нужны будут средства для завершения работ, для оплаты оставшихся, те, которые не смечены были работающие. Но это уже, поверьте, очень незначительные объемы. Уже ни о каких там 700-600 миллионов и речи быть не может. Вот, поэтому нагрузка финансовая на инвесторов снижается. Далее хотелось бы отметить еще один момент. Буквально на этой неделе распоряжение было 30 мая подписано. Мы получили почтовый адрес. Почтовый адрес Москва, Зеленоград, проспект конструктора Лукина, улица конструктора Лукина, дом 16, дробь 1. Поэтому ПКТБ уже имеет почтовый адрес. Сегодня занимались вопросом получения кадастрового номера здания, вот, оформления собственности на здание, всеми юридическими вопросами, которые необходимы для того, чтобы перейти к следующему действию, это выполнение кадастровой оценки. Но я полагаю, что кадастровую оценку мы будем делать только тогда, когда будут завершены все работы и получено разрешение на ввод в эксплуатацию здания. До тех пор мы этого делать не будем. И, в принципе, до получения заключения завершения строительства возникнут потребности, это явно возникнут потребности в финансах. С чем это может связано и с чем будет связано? Ну, первое, это то, что с первого предъявления у нас никто ничего не примет. Это, ну, практика понятна, известна. Надо будет устранять замечания, где-то что-то переделать. Это касается в основном вопросов жизнеобеспечения. Это явно ясно. Сколько потребуется средств, мы сейчас занимаемся расчетами, подсчетами всех этих дел. Передо мной вот лежит справочка, тоже одна из справочек, да, вот, сколько фото, оплаты труда, аренда земли, охрана, расходы на транспортные средства, страхование, обучение, малоценные услуги связи, отопление, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, договора на обслуживание инженерных сетей и так далее, и так далее, и так далее. Плюс ко всему, мы делали гарантийное удержание со смет заказчика, подрядчика. В общей сложности гарантийное удержание было порядка 47 миллионов, сейчас остаток около 20 миллионов. Поэтому и это закрыли. Поэтому остаточек 20 миллионов надо будет еще доплачивать. И плюс ко всему, все прекрасно понимают, что за один месяц мы сразу не вылетим на плановые показатели. Поэтому определенное время надо будет еще
содержать здание и коллектив за счет привлеченных инвестиций. Это прискорбно, но это так. Потому что вот, если сейчас брать сегодняшний фонд оплаты труда и, скажем, через 2 месяца, они будут отличаться, он будет отличаться в разы, потому что надо будет принимать штат уже дополнительных сотрудников. Ранее мы это делать не могли, потому что не было рабочих мест, и мы не имели права вести хозяйственную деятельность на этом объекте. Как только заключение завершения строительства, будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию, это уже будет намного проще. Значит, что нас сейчас сдерживает, почему мы еще не подали на заключение завершения строительства? Первый момент – благоустройство. Мы в конце года, для того, чтобы не устраивать здесь месиво из глины, временно закрыли асфальтом часть территории. На сегодня это покрытие снято, вместо него уложено основной, первый слой. Поэтому появились доп. Работы, которые сверх сметы. Это будет там где-то тоже в районе 17 миллионов рублей по территории всей, потому что многое пришлось переделать, но в частности переносить ограждение, потому что оно не по кадастровому плану было сделано. Это раз. Вторая работа, что у нас не выполнена до сегодняшнего дня, это подключение по второму вводу. Благоустройство мы тут, если кто видит, тут кадры наблюдают, в чате номер 1 выкладывают, оно уже приобрело вид, деревья посажены, кустарники посажены, ограждение поставлено, ворота раздвижные, распашные поставлены, даже знак пешеходный переход восстановлен. Привезли курилку здесь, потому что сейчас по требованиям надо отводить место для курения. Вот. Местами после зимы, где были некачественно поставленные бордюры, заставили подрядчиков восстановить все это дело, привести в надлежащий вид в соответствии с требованиями проектными. И вот то, что касается у нас благоустройства, вот сейчас погода позволит, закрываем все слои асфальта и все. Значит, там асфальт проавансирован, 7 миллионов отдали. Еще там будет небольшая сумма. В принципе, это, скажем так, до 8 миллионов максимум. Потому что там подсыпка земли, там еще у нас будет предстоять восстановление отмостки возле трансформаторной подстанции. Эти работы раньше не планировались, теперь придется делать. Да. Значит, мы на сегодняшний день выполнили тех условий по электроподключению, лабораторные испытания проведены, сейчас вступили в завершающую фазу по подключению предприятия не по временной схеме, а по постоянной схеме электроснабжения 10 тысяч вольт. Как только мы это завершаем, почтовый адрес мы получили, мы переходим к этапу заключения договора, постоянного договора с МАЭКом, Московская энергетическая компания, на поставку теплоснабжения. Поэтому не будем платить безумные деньги по проектным расчетным величинам, а будем платить по счетчику. Это на порядок меньше. Коллеги, мы выходим с вами на финишную прямую. Поэтому для подачи ЗОС нам нужно сделать еще один шаг. Установить шумопоглощающий экран. На сегодня, невзирая на погоду, уже поставлены 3 из 40 фундаментов, установлены 2 опоры, колонны. Сейчас начнем устанавливать дальше. И выполнен шумозащитный экран сухих градирин. Эта работа уже выполнена. То, что казалось раньше очень тяжелым, сделано. Главное, сконцентрированно и быстро были выполнены работы по 3-му этажу производственного корпуса. Буквально 2 месяца назад это была колоссальнейшая проблема. 2,5-3 где-то. На сегодняшний день основной объем работ по вентиляции, освещению, отделке выполнен.
колоссальнейший объем плитки уложен, колоссальнейший объем коробов смонтирован, освещение смонтировано. Эти работы выполнены. Мы с вами подошли к финишу строительных работ. Значит, как только мы выполним работы по территории, благоустройство и экран, мы собираем все замечания и изменения в проекте стадии П и подаем, вносим наши изменения, подаем их на повторную экспертизу. Зачем это необходимо? Закон этого требует. Есть малозначительные изменения, но есть более серьезные изменения, которые нужно пройти через экспертизу. На время проведения экспертизы работы будут остановлены у нас. Поэтому надо до этого момента сделать, мы держали. И уже в АГИС надо будет подавать документы вместе с проектными изменениями. Малозначительные изменения, они никого не волнуют. Но, тем не менее, буквально через неделю мы сделаем первую подачу. Да, нам дадут замечания, это ясно, понятно, но мы будем знать эти замечания и будем знать масштабы этих замечаний. И самое главное, будет понятен финансовый эквивалент этих замечаний, потому что есть замечания, которые устраняются на уровне документа, бумаги, а некоторые замечания требуют финансовых затрат. Поэтому потерпите немножко. Конкретные суммы, цифры будут названы несколько позже. Но самое главное, с чем я вас поздравляю, что основные работы практически завершены. В финансовом плане, можно сказать, они завершены. Это говорит о том, что, коллеги, мы с вами приближаемся к завершению 19-го этапа. И вот смотрите, как действовали все члены команды, все, кто задействовал в проекте, Solar Group, все вместе, в отличие от всех других. Мы рассчитали 20 этапов. Мы на 19-м этапе. Объект практически готов. Да? На 20-м этапе мы должны будем с вами завершить его уже выпуском первой партии продукции серийной. До этого момента, я думаю, осталось не так много. Поэтому, кто еще думает, принимайте участие. Либо не принимайте участие, вам решать. Но следующий момент, что касается тех инвесторов, у которых рассрочка. Рассрочки пойдут, ну, как минимум, на вот этот вот период, пока будем выходить на объемы. Потому что оценку, переоформление, реорганизацию предприятия из ООО в АО будем вести тогда, когда уже предприятие выйдет на устойчивый доход. Время еще есть. Время еще есть. И все то, что будет инвестировано, будет учтено. После кадастровой оценки мы сделаем коммерческую оценку. И там будет уже, как мы с вами говорили, уже не один раз рассуждали, говорили, будут оцениваться не по материальным затратам на создание объекта, а его перспективность, включая технологию, материальные, нематериальные активы, все вместе. И до этого момента уже осталось времени не так много. Поэтому, ребят, коллеги, девушки, женщины, все участники, я вас поздравляю с достаточно значительными вехами в проекте. Потому что многие говорили, это будет лохотрон, будут собирать до бесконечности. Нет. Нет. Все уже подводится итог. Последняя черта должна быть проведена достаточно скоро. Достаточно скоро. И дальше будем приумножать эти капиталы, которые вложены в этот бизнес, в этот проект. Весь тот тяжелый труд, который на свои плечи взвалили все участники проекта, и инвесторы в том числе, потому что деньги им доставались недаром. И очень недаром. И они всегда думали, куда деньги инвестировать, да? Или их
куда потратить. Это тоже требует затрат энергии, моральной энергии. Но, тем не менее, люди решились. Вы решились на это дело. Ну, а хейтеров, ну что хейтеров? Трагичный день для хейтеров наступает. И все ближе, ближе. Пушистый зверек. Ну, да, я не скажу, что у нас все гладко, просто, что нас не поджидают там еще какие-то сюрпризы, да, неожиданности, неприятности. Преодолено было очень много, преодолеем и это. Всем хорошего дня, хорошего настроения, до новых встреч, до свидания, спасибо, берегите себя.